Всем привет, с вами Team Spirit, Кома и Лидан. Сегодня будем обозревать патч, пока игроки на отдыхе. Погнали! И первое наше изменение — это Eternal Shroud. Бонус к сопротивлению магии увеличен с 30 до 35%. Вообще, шмотка была неплоха на Лишраке и Бестмастере, в первую очередь. Я не знаю, каким силовикам еще ее собирать в целом, потому что она сейчас силу дает, Magic Resist HP реген, больше она ничего не дает. Но, наверное, против массового моноберна и при этом спелл дэмэджа она может быть очень неплоха. Ну, я на Кенте видел ее. Да, один из вариантов. Потому что он хилится с своего же дабл-эджа, сам себе урон меньше наносит и так далее. В общем, честно говоря, я бы и стоимость еще немножко порезал, потому что она действительно очень дорогая для своих статов. Потому что кроме как силы, активных боевых статов она толком не дает. Хотелось бы такую шмотку чуть подешевле видеть. Но в целом, итем-то имеет место быть. Просто из-за меты текущей он ушел на второй план, как и большинство аур. Потому что что? Правильно, Bloodmail Тарас ко всему голова. Ну, вообще, я думаю, что эта шмотка будет появляться в этом патче. Ее апали в прошлых патчах, там вроде стоимость уменьшали, и что-то тоже еще поднадобавляли. И обычно, типа, какую-то шмотку или героя апают там на чуть-чуть, все это стакается, и в один момент это, ну, грубо говоря, взрывается, и все начинают покупать эту шмотку. Ну, глянем, что будет происходить. Ну, или да, я эту шмотку не покупаю. Ну, мне кажется, что Лишрак Primal Beast я видел, собирал. Тоже неплохо, потому что сейчас чуть-чуть ему апнули монокост на второй скилл, поэтому при наличии монобернеров у вражеской команды может быть вполне неплохо. Вот. И топ-3, наверное, Бестмастер с Аганимом. Но сейчас, правда, мета Аганима чуть отошла. Но в целом, если собирать Аганим, то, я думаю, Шраут можно купить. Мидас КД увеличено со 100 до 110 секунд. Ну, вообще, это роляет. То есть, кто бы что ни говорил, то, что, ну, 10 секунд это мало. Как я и говорил, в патче всегда роляет мелочи. И, ну, весь этот патч буквенный, он строен на мелочах. Люди ожидали там большего, Мидас вырубит, там, не знаю, на 2 секунд КД, но очень редко, когда делают патчи, где прям ты заходишь и такой, это мертво, типа, это нельзя трогать. Очень редко. Это было раньше, и они ушли от этой концепции. То есть было время, когда прям to the ground нерфили героев. Такие ситуации были много раз, но чем дальше Dota по времени проходила свой путь, тем меньше таких изменений становилось в ней. За исключением каких-то глобальных патчей, когда непонятно вообще, что в игре будет происходить, ситуация, она, конечно, может меняться в зависимости от того, что вообще на карте происходит. То есть, например, вот могут апнуть Рошана, да, его забор там, для какой-то команды. Вот как сейчас. На самом деле, если ты не занимаешь зону Рошана заранее, ты, скорее всего, ее уже не контестишь, если это не какой-то лейтгейм. Ну, ты думаешь, будут покупать Мидас? Да, я думаю, будут. 33-й точно. Первой шмоткой будут покупать на любом герое. Разницы, я думаю, для него немного. Он же Акторин и Фрешер потом собирает. Идет 2 заряда сразу. Кидает. Так что я думаю, нет, желающих всегда Мидас собрать найдется, хоть и всего на 10% нерв. Но да, ты прав, Дота игра мало чисел, вот, поэтому, скорее всего, будут собирать. 1xbet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, вводи промокод 1xts и получай бонус на первый депозит. Тараска, рецепт увеличен 1300 до 400, 1400. Общий прайс на 100 увеличен, и стринжа на 35 уменьшен, точнее до 35. Но вообще это роляет. Короче, я не понимаю, почему не трогается главное, почему эту шмотку начали покупать. Почему они увеличивают какую-то стоимость, уменьшают какую-то силу, но не могут порезать боевой хп-реген. Это же главная причина, почему ее вообще берут. Потому что в бою чаще всего не хватает чуть-чуть добить, вот на этот хп-реген. Сейчас Вессел не в почете, потому что статы урезали с него. Порежьте вы хп-реген. Зачем убирать ее ценность для коровых героев? Сделайте так, чтобы ее нельзя было на всех подряд собирать. Сделайте айтем ситуативным. Это то, что нужно вообще любой шмотке в доте. Чтобы люди с башкой ее собирали.
А не каждый идиот мог собрать Тараску Блэдмейл и думать, что он крутой игрок. Вот. Ну, слушай, ты думаешь, сейчас медаки будут игнорить, не будут игнорить Тараску? Ну, то есть пофигу на этот нерв. Вообще похую. Если герои останутся те же, а они останутся, скорее всего, те же, то, блин, я не знаю, вот на Прималбесте что, ты Тараску теперь не будешь собирать? Не, ну будешь, подумай. Потом Некрофос. Ты не будешь Тараску собирать? Омнинайт, ты не будешь Тараску собирать? Вот у тебя билд будет сабля, шарп, Тараска. Образно. Там ты можешь, да, другую шмотку какую-то купить, дело твое. Но чаще всего купят вот эту залупу, и ничего не поменяется. Ну, реально. Короче, шмотка просто осталась сильной. Да, возможно, в спектре следующих изменений что-то поменяется. Но само по себе вот это вот изменение, оно сильно не повлияет ни на что. Ее как собирали, так и будут собирать. Ну, на керри она почти ни на кого не заходит, кроме ЦК. Ну, На спектре? Ну да, на спектре еще можно купить. Но вот на СПК и ЦК. А все остальное это на мидаков. Ну, рарная ситуация на Найксе, наверное, можно все-таки увидеть. Хотя сейчас, наверное, ты не хочешь. Да, сейчас не. Так, Второй доминатор. Армор увеличен на 1. Сикл говорил то, что это имба. А бусти пока не пофиксили. Это действительно имба, но на каких-то определенных героях. Вот возьми Ликана, да? Еще будем об этом герое говорить. Айтем сильный. Действительно сильный. Единственная проблема — это то, что он очень тайминговый. Если по какой-то причине игра у тебя не супер крутая, то идет этот айтем нахуй. И ты собираешь что-то другое. Потому что все уже могут убить этого крипа. Но когда тебя на 15-й минуте голем за жопу по 600 кусает от Ликана, это неприятно. На любом герое. Даже на корах. Что ж говорить о саппортах. И, видимо, в контру этому Баффет повис, чтобы тебя не ебал голем от Ликана. Ну, кстати, повис же в один момент был прям супер метовый. Да, это правда. Все покупали ее. Сейчас... Я действительно не понимаю, почему ее перестали покупать, особенно в мету Бристлбека. То есть кажется, что это не такая уж ужасная шмотка. Но, возможно, из-за того, что все жадные, всем впадло носить досты, глиммер, который покупается примерно за такую же стоимость, чуть дороже, он все равно перевешивает повис. Скорее всего, мапа большая, все просто на кач играют. Ну вот Владимир, типа, тоже подняли армор, и, ну, мне кажется, 100% там роляет на самонерах, типа Чена, да, 100%. Ликана. Вы просто бежите. Ну, вроде один армор, но он на всех стакается. Там на самонов, на героев, и в итоге там плюс в общем там 10 армора может оказаться из-за этой. Ну, кажется фигня, но где-то вот тебе 100 хп не будет хватать добить. И ты будешь знать, что отчасти это из-за Владимира. Так что да. Ну и Владимир дешевая же шмотка. То есть, поэтому она много дает. Аппарат. Дэмэдж уменьшен. Длительность ультимейта уменьшена. Ну, длительность ультимейта точно роляет. Ну, типа, с 12 до 10 секунд, потому что иногда тебя вот эти 2 секунды ты дотикиваешь, просто умираешь там на фонтане. Насчет Вортекса. Ну, сейчас люди просто на линии качают Вортекс, точнее, качали. Просто харасили под Вортекс особо не... И ничего не поменяется. Думаешь, так же будет? Да. Я уверен, что будет так же, потому что сам факт того, что у тебя на 7-м уровне есть скилл с супер маленьким кулдауном, который замедляет, дает дополнительный magic урон, дает вижен и наносит сам по себе урон, сбивая блинки и прочее. Это очень сильно. Ты можешь фармить с любого рейнджа, и на тебя практически невозможно напасть, без какого-то сильного габкола с героя. Шторм, там, Пак, условно, ну, понятно, вот эти все спектры. И то спектра тебя вряд ли увидит, в этом-то вся проблема, потому что Ice Vortex не дает вижен по тебе. Это только директ спылы так работают. Ну, я думаю, это фикс. Ну, типа... Да, это хороший фикс. Суммарно, это хороший фикс. Да. Это героя ставят менее имбовым, при этом у него очень была страшная камбэк-механика, как он дефил хайграунд и прочее, действительно очень сильно. ББ. Урон уменьшен. Скилл спрея. Ну, это точно роляет. Порог увеличен с 225. Ну, то есть они просто сделали, чтобы люди качали этот спелл, а они качали плюсы. И шаг пофиксили. Шаг, кстати, хорошо пофиксили. Ну, дальность применения, то есть в тимфайте ты там убегаешь от чувака на ББ,
Он тебя всегда цеплял шардом, но сейчас, ну, такого не Я, случилось. если честно, не знал, что это за хуйня. Какие 1500 вообще? Ну, вообще вот это изменение крутое. 10 до 13 это очень сильно. Это 30% нерв кулдауна. Это очень сильно. Опять же, нерв таланта. Ну, короче, героя ослабили. Пикабелен ли он остался? Да. Но, сам понимаешь. На линии вот круто, что сделали, что порог 300, а не 225. Теперь он тебя не 3 раза спрейнит, а 2 всего. Ну да. При смерти. И это очень сильно решает, потому что там 6-й стак шипов, это уже с ума сойти. Отпеваем моего любимого, одного из моих героев. Свечку за упокой поставили, это ЦК, минус 5 базового урона, хил скрита уменьшили, манакост зачем-то, непонятно вообще нахера. Сделали 300 на ульт вместо 175. Это, кстати, откат изменения, которые они делали. Они же снижали монокосты сейчас с 275 до 175. А теперь вернули его обратно. Еще и добавили. То есть герой был мертв до фикса крита. Его почти не пикали, и они его превратили в ситуацию, где у него все хуже, чем было до... Не, ну вообще, короче, криты апали несколько патчей подряд, и монокос ультимейта на 3-м левеле 300, ну это too much. Это Для ЦК это много. Для расты базара нет, но для ЦК. Да. Реалом пофиксили. Ну, да чуваки на 4-ке не перестанут, мне кажется, пикать. Да, на керри эти 2 секунды роляют, я думаю, но мне кажется, все равно будут пикать. Ну, то есть, ты покупаешь там Октарин, тебе дропается шмотка, там, тир-3, тир-4 на КД, и у тебя с Юлом, ну, там будет окно 0,5 секунд. То есть, по сути, у тебя тот же реал будет бесконечный, если ты захочешь. Раньше просто это совсем Да, ну, бред был. Да. Сейчас, ну, типа, просто по-человечески сделали. КД больше не влияет на Твое любимое изменение. на 3-секундное отключение предмета даггера при получении урона. В принципе, вот этот патч можно охарактеризовать этим изменением. Они, в принципе, могли бы сделать буквенный патч, где под музыку из Яроваша просто опубликовали бы вот это изменение дазу, и все нахер. Это было бы возможно, в принципе. Потому что, ну это же бред. Ну, как можно настолько мало понерфить этого героя? Ну, окей, Блинк, хорошо, теперь это не второй Тинкер, слава яйцам. Но почему ему ничего другого не понерфят? Например, сколько его ульт откатывает? Или насколько много хил у него дамажит? Я не знаю. Или рейндж поизона, чего угодно. Но это же слишком мало для ФП героя. Слишком мало. Сравните изменения ЦК, его просто убили в щи. И изменения Дазова. Ну, просто где-то в лейте вот ты с аркан блинком не поблинкуешь. Ну, а так да. ты всех в сраку все равно долбишь. Нормальный герой, согласен. Не, ну я слышу. Изменения зачем вообще? Мультишот. КД на 2 секунды уменьшено. Ну, это то, безусловно, чего не хватало герою, который был сколько 0 раз за инт пикнут. Не, я согласен. Вот Дазова мы, ну так, на пол Федора понерфим, дровку апнем так, что, ну, все, теперь ФП герой. Перезарядка начинается после остановки валуна. Это реально роляет. Ну, Да, ты- потому что ты пнуться Да, от этого да, дерьма да, теперь да, можешь. теперь ты О, можешь яйцам. тяпнуться. Если он промазал один раз, То ты просто то ему вдруг становится не похуй на то, что он промазал. А раньше было, ну, всегда похуй. Это правда. КД БХ, Бэкхола с 200 до 180. Ну, короче, на 20 секунд, на 10 секунд. Типа на первых 2 левелах прикачки. Ну, роляет ли? На пол Федора. Ну, типа похуй, не знаю. Агоним шар, исцеление от урона по крипам меньше на 20%. Да фишка, ну, проблема вообще не в этом. Даже не в хиле, а в том, что он пуржит. Проблема в комплексе, что этот спелл мог бы разделиться на 4, и все равно был бы эффективен. Я объясню. Герой наносит урон как щит ДСа, он взрывается и станет как стан, ну я даже не знаю, алхимика, наверное, вот, если сравнить зарядку. Да. И ты не можешь себя еще застанить. То есть ты ебешь только врагов. Еще если ты обосрался. С тебя сняли все дизейблы, и ты просто съебал. При этом он еще ускоряет и с шардом хилит. Это реально 4 скилла одного какого-нибудь старого героя из доты, Ну, собранного ну в да, один. есть такое. И он еще наносит урон. Как, ну, реально, это стан алхимика, плюс щит Дарксира. Пурж.
Плюс, я не знаю, хил Варвака, например, да даже сильнее, чем у Варвака, если ты в пачку забежал. Плюс Пуршер, ну, плюс щит Абадона, да, вот по сути. Это все один скилл. И все, что ему сделали, это понерфили хил от крипов. В какой ситуации это юзалось? Когда ты убил с этим героем, да, когда ты отпиздил в сопли, потому что у тебя Гримстрок. Да. В тимфайте вражескую команду, идешь на ХГ и такой, ну похиль меня в крипах до фулл хп. Да, Теперь у тебя будет не фулл хп, а 80%. Не, ну, это то, чего мы заслужили. Следующее изменение. Это второе мое любимое изменение в патче. Вот теперь Тагира заиграет. Рокет Бараш, урон за ракету увеличен с 6, 12, 18, 24 до 8, 14, 20, 26. Ну, ФПшем. Я после патча регнул ночью игру. И там чувак реально ФП-шил Гира. Надеюсь, за тебя. Нет, да, он был за меня. И вы, естественно, проебали в сопли. Конечно. Ну, типа, это вообще не роляет. Блять, 2 дэмэджа забить. Доп урон на 10 на первой прокачке и на 5 урона на второй прокачке. Вот если бы они на каждом увеличили по 10, ну было бы реально приятно на Джаггере. Ну просто доп дэмэдж. А так, на первый левел прокачки, окей, у тебя больше 10 дэмэджа. Я думаю, что надо вернуть тот крит, который у него был. Потому что без этого крита герой как будто, ну, мертвейшая залупа. Тот крит, это который... Который хилил от урона, который у тебя прописан, а не после учета резиста армора. Ну, и ты игноришь армор, типа. Да. Я понял. Ну, ты только хилом игноришь армор. То есть дэмэдж сам, он не игнорил армор, а вот сам хил игнорил. На самом деле у Кунки изменения более-менее. То есть госшип, который просто героя под кораблем нельзя было убить, сейчас можно. Это хорошее изменение. Tidal Wave, урон уменьшен. Это чтобы Торрент плюс Tidal Wave, наверное, пачку не убивали, что случалось довольно часто. То есть этот герой с креста отпушивал вообще спокойно. И Torrent Storm, длительность уменьшена. Это хорошее изменение. Герой не мертв, но и не то, чтобы он теперь такой же ФП. Потому что раньше с Акторином Рефрешером, ну, просто цирк происходил. Да, тут я соглашусь. Длительность замедления увеличена... Короче, подняли слоу. Да, подняли слово на молнию. Это приятное изменение. Как пару раз играл на этом герое, так сказать, знаю, что это решает, потому что в целом ты можешь не максить молнию. То есть была такая раскачка знаменитая довольно. Ее Сумаил еще, по-моему, первый начал юзать, он оставлял в 3. И вот теперь это кажется более эффективным, просто потому что сейчас 3 как 4. Ну, на 4 уровне ты из подстана вообще не съебешь никак без форса или блинка. Ну, ты просто никак не можешь. Ну да, это много слова. Да. Еще это решает на 25-м. Ты качаешь талик на молнию? Я бы сказал, кто качает талик не на молнию, но мы тут на канал видос записываем, поэтому это просто не очень умно. Давайте будем так выражаться. Да почему диаболик имба? Ты просто бошку сносишь, ну, или вышку сносишь. Или тебе еблище разбивают в сопли, а ты без Блудстоуна, без молнии отхилиться не можешь. Диаболик имба 100%. Ты понимаешь, что талант на молнию позволяет тебе хилиться и наносить примерно 250 ДПС в одну цель. Диаболик этого не позволяет. Более того, если ты дошел до базы сейчас, то, скорее всего, враги мертвые. И всем, ну, насрать, сколько у тебя там диаболик тикает. Ну ладно, я согласен. И я еще напомню, что Диаболик талант нерфили 3 раза в доте. И сейчас он, ну, реально не такой уж и сильный. Он был очень сильный. Вот. Было время, когда он был очень сильный. Ладно, последнее скажу. Почему я Диаболик лечу? Потому что я играл на керри, типа лишь какие там полгода назад или год назад, и ну, у тебя нет тавер дэмэджа плюс в команде. У тебя там Мидак, не знаю, там Шторм и тройка тоже что-то. Ты думаешь, сейчас нужен тавер дэмэдж в доте? Я правда думаю, что это устаревшая хрень, которая никому нахуй не нужна в игре, где все заходят в 60-ю минуту. Твоя задача сейчас — это зажать противников на базе и не сдохнуть, как тупой долбоеб, пытаясь ее запушить. Ну да, не, это норм, типа, в нормальной игре, конечно, ты нахуй не зайдешь, ты просто будешь лес хуярить. Да, а если челы сдались и разбили шмотки, то того не поможет. Возможно, ты быстрее закончишь и начнешь новую. Дальность кринжа увеличена на 75. Это на самом деле очень сильно. Да, Этот герой реально не был слабым.
Думаешь? Да, у него стан, если ты посмотришь на value его стана, это гребаный пиздец. У него стан стоит 70 маны, он наносит по какой-то причине 100 с лишним урона, станет что-то на 1.5 или что-то такое, при этом это директ спел, то есть его можно нажать на героя, это не импейлник какой-то обосранный. И это рейндж герой, то есть он может выдать примерно 6-7 станов на линии, и у него еще монодрейность. Это очень запарный герой, против которого реально тяжело стоять, при этом, наверное, это лучший пикофер в доте. Я не знаю, может Бейн и Раста с ним посоперничают, но это действительно очень сильный герой в плане пиков, он любого героя где угодно найдет, и он очень надолго поставит дизейбл. Не, я соглашусь, что он хорошо стапит, типа, в тимфайте или на сайдах, но проблема этого героя, то, что он на линии дуэль не выигрывает у другого сапа. То есть, окей, ему подняли рейндж стана, но он по статам не может дуэлиться с энеми сапом. То есть, там... С каким? Придет инча, придет, там, не знаю... Он может. Нет, он не может. На первом может. Потом, когда у него крип появляется, там никто не может. Но... у Леона просто плохие статы. Да, но ты силен тем, что инчи кулдаун хила большой, у тебя стан низкий. Ты дал стан, дал 3 тычки, отошел. Нормальные люди так бы сделали. Да, можно до крови ебашиться с инчой, смотреть, как она хилится по 30 секунд с кулдауном 45, но, скорее всего, нормальные люди так делать не будут. По факту, ап реально хороший. Мне кажется, его нельзя просто сильнее апать. И это реально умный довольно баф. Вот что надо дать должное, они не перебафывают его, это хорошо. Дальше. И как я и говорил, любой, кто бафает Тинкера, Ликана и Бруду в патче, это не очень хороший человек, но, в принципе, для универсала это неплохие бафы. Да, для универсала реально cool. Но, слава богу, что он второй доминатор будет собирать в 15-й и ебать тебя в сраку не героем. Слушай, Ликан могут флексить команды. Пару человек, конечно, на Ликане единицы еще играть. Как только этот герой в мете будет, ты удивишься, сколько ублюдков на нем умеет играть. Это правда. Я тебя уверяю. Дальность применения увеличена с 700 до 1000. Это просто юзаж или именно... Похуй. Короче, реально похуй, по факту. Длительность уменьшена. Довольно-таки, реально роляет. Замедление уменьшено. С 30% до 15%. Просто раньше ты можешь жмешь спел, ты не убегаешь с поляны, она просто тебя бьет, и ты фоткаешь на камеру. А сейчас... Это очень сильно роляет на четверке. То есть, да и на керри в целом роляет, потому что ты на Муэрте выносил линию. Но прям это ощутимый фикс для сап Муэрты. Да, я думаю, что замедление еще можно снизить. Но на самом деле вот это сильно чем? Тем, что теперь, скорее всего, ты сможешь выйти, не задев духа. Раньше ты не мог. Если у тебя нет ботинка, ты не... Да на самом деле есть ботинков на большинстве героев. Кстати, да. Ты не мог выйти, не задев хотя бы одного духа. Сейчас, возможно, ты сможешь. То есть Супер Марио внутри доты, где тебе надо задоджить, не знаю, падающий на тебя камень, теперь это может сработать. ПВЕ в доте принимает новый оборот. Твоя Сигна? Да, моя Сигна, Некрофос. Изменения довольно ощутимы, особенно что касается Дефсикера. То есть шард у него действительно был довольно сильный, тем, что он из любой драки тебя мог спасти, это было круто. Герой все еще пикабельный, потому что Тараску недостаточно ослабили, но его чуть-чуть поднерфили, что ощутимо, да. Что нужно было, тоже да. То есть на линии вот эта длительность восстановления, она будет решать. Возможно, тебе более аккуратно нужно будет сейчас ману использовать в целом. Но герой пикабельный, все еще он очень силен против силовиков. В общем, нормально. Выходит нормально. Что вот это, блядь, за изменение? Primal Beast. Я слышал, ты поигрываешь, когда заставляют медиа, то есть ты такой за ПТС готов, так сказать, сделать много. Да похуй, 4 секунды на первом левеле прокачки. 4 секунды на каждом левеле прокачки. Это не роляет. У героя там Тараска, Аганим, БМ, все это относить, там Тарас чуть пофикше, но он также будет бегать и выносить мапу. Поэтому... Я думаю, Камиль со мной согласится, когда этот герой находится в игре с названными им слотами. Жить в игре не хочется вообще. Да. Тебе на любом керри не хочется играть, тем более на метовых, у которых всех есть пассивки, которые нужны. Спектра, да, там, ЦК, кто угодно. Правда. Эта тварь тебе вырубает все. При этом кулдаун успела поднять мы не догадались, потому что
Ну, он просто скидывает дебафы каждые. Сколько? 5 секунд? Тут 7? Ну, Сколько? плюс-минус. Ну, просто вот на 15-му герою талант, который надо на 25-й переносить на самом деле. Он не должен скидывать с себя дебафы. Это единственное, что эту парашу останавливает. Но почему бы просто не оставить все как есть и не поднять ему монокост? Ведь антимаг же в такой мете, как и ПЛ. 2 лучших героя патча. Ща ману забернем ему. Ну ладно, апнули Леона. Может, он хоть он его высосет под корень. Увеличен урона с 5% до 10%. Ну, в целом 5% подняли на каждом уровне прокачки. Но на самом деле это роляет. То есть это добавили недавно, вроде в прошлом патче, то, что Хекс увеличивает урон по таргету. И Раст уже поднимает несколько патчей подряд, и может он вернется сейчас. Я думаю, что вернется, правда. Я правда думаю, что этот герой сильный. Иногда некоторые герои не входят в мету просто потому, что есть слишком сильные альтернативы. И так и было. Был Тренд, был Фурион, была эта Муэрта 4, был этот Тускар. Тускара, кстати, я не помню, нерф или нет. Сейчас мы до этого дойдем. И Раста может въехать. У Раста всегда одна была проблема. Если прыгает на лицо, она умирает. Чаще всего, если у героя нет айтема. Хотя сейчас в мету сапов с айтемами я вообще не понимаю, почему этот герой не в мете. Ну, увидим. Возможно, его начнут пикать. Это самое гениальное изменение. Ничего умнее нельзя было придумать. Базовый армор спектры уменьшен на 1. И это все, блять, про этого героя. Кулдаун ульта на первом 60. То, что ты можешь нанести герою, на которого ты тэпнулся, 240-220 урона 3 раза, и еще с дизолейта дэмэдж пройдет на 7-м уровне одного левого прокачки, то есть 240 в сумме будет трижды, скорее всего. 720 урона герой наносит, раз 60 секунд глобально на любом участке карты. Что мы сделаем? Нерфером армор на 1. Та-дам! Патч готов. Не, ну фикс. Реально вышаг. Тут ничего не поделать. Перезарядка увеличена с 21. Так, просто подняли КД на сколько? На секунду. Да? Все, не берем. Перезарядка с огонем скипетра увеличена с 8 до 9 тоже на секунду. Множитель урона по крипам уменьшен с 1,5 до 1,3. То есть то, что он в героя вхуячивается на 1500 урона, это нас устраивает. Нас не устраивает, что он крипа 600 хп убивает. Что он и будет делать, просто чуть попозже, не знаю, на полслота. Виндовейс купит, все равно убьет. Ой, изменения, конечно, тоже. Вот кого-кого, ну, это просто... Его сильно не нерфят, чтобы пивозавры с доты не ушли. Потому что на руле на ком еще поиграешь, правильно? Правильно. Пила. Ты игрок вроде. Не, я не игрок на тебе, не но игрок? Да, но это очень хорошее. Ну, это хорошее поднятие. Потому что на 15-м еще талант есть, который поднимает снижение атрибута. И 3% это реально роляет. То есть Valve как бы этим изменениям говорят: гандоны, собирайте Тараску, но чуть что Тимбер вас разрежет. Ну, по сути, да. Но не Некрофоса, потому что он не силовой герой. Угу. Я там тоже спрашивал чуваков, которые там хайп-тест, и они говорят, да, то есть Тимбер свеж. Надо Маурина спросить. Ну да, он тебе по-любому скажет, что его... Расход маны уменьшен со 120 до 90, ну, то есть на первой прокачке гречка стоит 90 маны, и это очень мало на самом деле. То есть, возможно, 4 Тини вернется. Я тоже думаю, что это главным образом изменение для 4. Возможно, мы опять Тини Медового увидим. Возможно, Топсон покажет Тини. Возможно, там еще есть игроки. Да, сам приятно, конечно. Да, просто приятно. Возможно, Джеракс откроет банк пива в честь 4 Тини, на котором он как на одной из своих сигнатурок НТВ играл. В общем, посмотрим. МС уменьшен на 5. Урон лечения секунды уменьшены на 5 на каждой прокачке. То есть Valve не смущает, что он бьет тебе по ебалу на 100 на первом. Но смущает его МС. Ну, фикс вообще не роляет. На самом деле, герой был ОП за счет своего лайнинга, но если честно, даже если он будет не такой ОПшный на лайнинге, он все еще заноза в жопе на любом этапе игры. Да. По этой причине герой все еще пикабелен.
Вопрос в его эффективности на линии. Да, теперь ты не можешь взять любого керри и сказать: тренд, выиграй мне линию в соло. Возможно, нужно будет аккуратнее подходить к выбору героев на линию с трендом. Но в целом герой все такой же сильный. Возможно, его будут теперь легче кайтить в героя вроде Pugna Sky с высоким базовым МС. И в таком случае, да, поживем увидим, как сильные команды начнут играть. Вот, увидим, будут ли эти нюансы действительно реализовываться как-то. Ну, вообще, да, казалось бы, 5 МС, но вот, если там на лейнинге Пугна там 320 или 330 МС, тебе на тренте уменьшили МС, ты просто, стоишь, фоткаешь на камеру, как тебя бьют. Перезарядка увеличена на первом левеле прокачки, на втором и на третьем. Ну, фикс такой, то есть, да, возможно, там на первых пачках ты на первых лулах не будешь так душить джеминейтом, но в целом герой такой же сильный, потому что шард хорош. То есть в дезон не пофиксили, шард хорош, поэтому герой такой же плейбл, просто пикать в хороший драфт, и он будет работать. И урон с джеминейта не нерфили. Да. Базовый хил увеличен на каждом левеле на 10. Ну, вообще, это приятно. Блин, это очень сильно. Это на втором способность хилит 200 хп. Ну что, там же еще проценты от макс хп. Да, там же еще базовый 40 плюс шард хил увеличивает. Угу. Я думаю, Санфейм порадует. Это че? Просто ночной псих. Он очень хорош на Виверне, и я думаю, ему это позволит быть еще лучше. Крашат серваки, Вич-доктор. Множитель урона по крипам уменьшен с 2 до 1,5. А теперь в первую очередь атакует героев в радиусе атаки, а затем крипов. Каску пофиксили, это приятно для керри, потому что ВД жмет каски на линии и просто пушит ее в хлам. Сейчас он пушит немного меньше. Где-то грустит один Даня. Yes. Они нерфят бейт. И не хотят, чтобы бейт добрались до ваны. Make bait great again. И сейчас атакуют героев, а затем уже крипов. Раньше так же было, не? Что ты у меня спрашиваешь? Алло, Гейб? У вас вроде и так было. Ну да. Вы что, забыли добавить, как всегда? Я знаю, что были моменты, где он атаковал крипов. Я лично это видел против себя. Еще думал, как у него вард крипов бьет, когда я рядом. Там же приоритет только по героям изначально. Угу. Но, видимо, так не было. Урон скелетов уменьшен на 3. Это неплохое изменение для начальной стадии и для акселерации фарма этого героя в целом. Но уйдет ли он полностью из меты? Наверное, нет. В целом, вот скажу по патчу. Мне нравится, что они как бы не в ультимативной форме проходятся по героям. Но мне не нравится количество героев, которые в этом патче есть. То есть я считаю, что, во-первых, героев, которые не пикают вообще на главном турнире года, недостаточно апнуть 2 секунды мультишота. Ну, правда, этого просто недостаточно. Какая-нибудь там Урса и прочие, джиггернауты. Но еще много героев тут нет, которых просто не пикали, по типу антимагов и прочего. Да, я знаю, многие не любят этого героя, и в большинстве своем сейчас в этом патче осознанно. Но, правда, вот такие вот классические керри, которые раньше были практически в каждой игре, их сейчас же вообще всех нет. То есть, вот с этой точки зрения мне патч не очень нравится. А с точки зрения то, что они не упарываются в абсолютный нерф или абсолютный ап героев, мне вот это нравится часть. В целом это правда, то что нету прям каких-то ультимативных фиксов. Тронули, наверное, только Такунку, прям супер метовых чаров типа Дазла почти не тронули. Есть какие-то маленькие фиксы, ты сначала смотришь, думаешь, да это вообще все не роляет. Но по факту, когда мета будет развиваться, сейчас все будут играть пабы, это будет сразу заметно. То есть вроде какого-то героя чуть-чуть пофиксили, но это роляет в игре. Или появится любой какой-то другой герой, который будет уже рейтиться больше, потому что там Кунку пофиксили, появился кто-то новый. И в целом патч не сказать, что вау, но фиксы есть. И да, вот как ты сказал, то, что не апнули мертвейших героев, типа там дровки, урсы, как были мертвы, их даже не трогали. Просто пофиксили чуть-чуть имбу, где-то шмоточки. В целом глянем, что будет в мете.
Ну да. А так и живем. Да. Так и живем. Ждем нормального цифрового патча, а не буквенного. Какие герои будут в мете? Ну, наверное, на керри это тот же самый Void. То есть Void уже полгода high win rate 55%. Его не фиксили, он такой же сильный. ЦК вырубили. ЦК прям вырубили плотно. Возможно, Ликантропа будут пикать. Он универсал. Ему подняли агилу. То есть это с каждым левелом у него будет больше урона. В целом, наверное, на керри так. То есть Джекернаут Damage 10 не особо роляет. Я думаю, не сильно изменится герой. То есть какие будут там Void, Сларки в пабе, Морф. Игроки все равно будут на них играть. На миде Primal Beast Fix не роляет. Necrophos Fix тоже не особо роляет. Кунку, да, Кунку тронули. То есть сейчас уже не прям такой свежий герой, который будет выносить каждый ММ. Дазл мы еще увидим. Я думаю, Дазл еще рабочий. Я думаю, в мете останется такой же Дазл. Я думаю, что Омник появится в мете в миде. На четверке, я думаю, это будут Леон и Расты. Они точно должны заходить в мету. Потому что лайнинг сильный, скиллы сильные, посмотрим. Точно опять вернется гребаный Ликан ненавистный, против которого очень тяжело играть и против которого, если игрок на нем действительно хорош, ну, вот где-где, а в ММе вообще практически невозможно выиграть. Вот, потом, что в оффлейне Тимбер, возможно, вернется с этим своим атрибутом и срезом. На четверку вернется Тини и на Шаман, керри... возможно. Да, ну вот это я говорю, Да, Раста Леон. И на керри, ну не знаю, наверное... Возможно, лишь Рак чуть на керри подвернется, но и это надо быть любителем. Чуть-чуть, возможно, выпадет из меты Вивер. Чуть-чуть, но... Возможно, также ситуативным героем останется, кто его знает. Вот, надо смотреть. И Виверна, я думаю, залетит, да. Насчет шмоток, хотелось бы, чтобы BF вернули. То есть, по сути, сейчас BF чары не особо в моде. Как возвращает обычно BF? Добавляет ему дэмэдж, там, 6-7 урона, и все такие, вау, let's go. И все играют там на антимагах, пашках, и, казалось бы, там, не подняли антимага, но если BF подняли, то героя подняли. А так, в целом, наверное, только насчет BF. Все остальное вроде бы ок. Ну, просто вот, даже посмотреть в мете на керри, там, Мьёльнир на вайде, Сларк это, там, Диффуз, Морфинг это Манта, то есть, либо Манта, либо... еще на керри. Луну-то не пофиксили. Луна такая же свежая, то есть рабочая. Поэтому... А я ненавижу айтем Bloodmail. Мне кажется, это самый тупорылейший айтем в доте. Его вообще не должно быть. Потому что ты действительно... Вот ты можешь быть с любым рангом сейчас. Вот я говорю про ММ, да, профессиональную сцену я особо тут не затрагиваю, потому что даже там-то Bloodmail Тараска, ну это просто бред какой-то, насколько это сильно. Но в пабе, ну, ты действительно можешь не особо хорошо играть, но тебе это простительно, потому что ты купил Тараску, нажал Bloodmail, и ты чемпион уже этой игры. Мне очень не нравится то, что не пофиксили Bloodmail. По всем остальным шмоткам нормально, все окей, никаких проблем. Там Мидас, это туда-сюда. Вот, Bloodmail действительно абсолютно блевотный геймплей создает в доте. Как шмотка, вот просто сама шмотка переворачивает игру. У меня больше тебя хп, ты меня не можешь бить, значит, я победил. Но это ненормально. Я не считаю, что это, блин, какая-то правильная дота, скажем так, которая в моей голове, ну, представляется как хорошая игра. Мне хочется ивент в стиле Силдбрейкера, потому что я считаю, что это лучший ивент, который был в доте. Это что? Это где ты Сэм Кинга в конце убивал, долго по карте бегал, там боссов убивал, в конце у тебя Сэм Кинг. Я понял. Да, я понял. Вот это было самое крутое, что они делали. Это единственная кастомка в доте такого вот формата, которую Valve сделали, которую прям, ну я нереально кайфовал. Помню, мы с NS пытались пройти Сэм Кинга, он нас долго-долго пиздил. Мы по итогам его убили, но это было реально прикольно и сложно. А сейчас такое ощущение, что вот просто ты в доте против Годня ебашишься каждую игру, а Годня вот монокост ему подняли, видите ли. Короче, дайте что-то наподобие Силдбрейкера, все остальные ивенты мне лично не интересны совсем. Я не особо фанат ивентов. Наверное, больше хотелось
чтобы шмотки дропнули. То есть они там обещали арканы, какие-то скинчики, сундучки. В итоге этого ничего не было. Насчет... Кинодрочер. Yes. Насчет патча у меня не было каких-то ожиданий. То есть я понимал, что будет буквенный патч, вырубят ЦК, Бристлбека и Кунку. По сути, так и случилось, поэтому я там не особо такой. Я больше не хочу заходить в эту игру. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот опус нытья по поводу патча. И до новых встреч.